Координация важности. Для чего вообще нужна уверенность? Для того, чтобы смело и решительно отвоевывать свое место под солнцем. Маятники навязали нам один незыблемый постулат: ничто не дается просто так. Если хочешь добиться своего, надо бороться, настаивать, требовать, обходить конкурентов, работать локтями. А для того, чтобы действовать смело и решительно, необходима уверенность. Как вы знаете, путь борьбы и соперничества не является единственно возможным. Если отказаться от сценария маятников, можно спокойно и не настаивая взять свое, и для этого вовсе не обязательно бороться, а достаточно обрести решимость иметь. Для маятников свобода выбора губительна. Если каждый будет просто брать свое без борьбы, не затрачивая энергии на создание препятствий, а затем на их преодоление, тогда они останутся ни с чем. Несмотря на то, что наш мир трудно представить без маятников, ложные стереотипы, установленные ими, не являются такими же незыблемыми, как, скажем, законы механики. Осознанность и намерение позволяют проигнорировать игру маятников и добиться своего без борьбы. А когда есть свобода без борьбы, тогда уверенность не нужна. У неуверенности происхождения одно – важность. Уверенность представляет собой тот же потенциал неуверенности, только с обратным знаком. И то, и другое имеет общие корни, зависимость от внешних факторов и обстоятельств. Получается такая картина. Маятник ведет человека по своему пути, удерживая его за нити, как марионетку. Человеку кажется, что он не может не только выбрать путь, но и двигаться самостоятельно. Если нити держатся ровно, человек шагает уверенно, словно малыш за руку с мамой. Как только нити ослабевают и начинают тревожно дергаться, человек испытывает неуверенность и стремится эти нити натянуть. Не маятник его держит, человек сам не отпускает нити важности. Он боится их отпустить, потому что находится во власти зависимости, которая создает иллюзию опоры и уверенности. Малыш в конечном итоге отпустит руку матери и пойдет самостоятельно, она сама его к этому подтолкнет. Маятники, напротив, будут всячески убеждать человека в том, что он не сможет выбирать дорогу сам и двигаться без помощи нити. Если человек стряхнет с себя наваждение и отпустит нити важности, он сможет свободно идти куда захочет и просто выбирать свою цель, а не бороться за нее. Получивший свободу человек больше не нуждается в уверенности, создающей иллюзию опоры. Все, что ему нужно, это координация, чтобы не упасть. Во власти маятника человек привык находить устойчивость и опору, держась за нити важности. Но тем самым он постоянно нарушает равновесие и беспомощно болтается на этих псевдостраховках, отдавая энергию маятнику. Если человек отпустит их, то для сохранения равновесия ему потребуется всего лишь не создавать новые избыточные потенциалы на почве важности. Уверенность как опора уже не нужна, потому что, если у меня нет важности, мне нечего защищать и нечего завоевывать. Мне нечего бояться и не о чем беспокоиться. Если ничто не имеет для меня избыточного значения, слой моего мира не искажен избыточными потенциалами. Я отказываюсь от борьбы и двигаюсь по течению. Я пустой, поэтому меня не зацепить. Но это не значит, что я подвешен в вакууме. Именно теперь, если пожелаю, я получаю свободу выбора. Мне нет необходимости бороться. Я просто спокойно иду и беру свое. Это уже не зыбкая уверенность, а спокойная и осознанная координация. Откуда берется спокойствие? Если нет внутренней важности, не требуется никому ничего доказывать. Отсюда и спокойствие. Когда вы чувствуете себя важной персоной, возникает стремление всем это показать, и появляется избыточный потенциал. Тогда равновесные силы будут делать все, чтобы развенчать миф о вашей важности. Постоянно будут создаваться условия, при которых уверенность испытывается на прочность. Малейшее чувство своей ущербности также толкает человека на борьбу за повышение и утверждение своей значимости. Откажитесь от необходимости всем и себе что-то доказывать и примите ее за аксиому. Выбрав борьбу за собственную важность, вы потратите на это всю свою жизнь. Отказавшись от этой борьбы, вы обретете значимость сразу. Неуверенность в себе – это прежде всего низкая самооценка. Как повысить свою самооценку? Думаете,
что я сейчас буду призывать поверить в то, что вы на самом деле гораздо лучше, чем себя считаете. Многие психологи, не мудрствуя лукаво, так и поступают. Действительно, оценка окружающих прямо пропорциональна вашей собственной оценке, если она не граничит с самомнением. Как только вы сами, без самообмана, признаете свою высокую значимость, другие сразу же согласятся. Проблема только в том, что убедить себя не так-то просто. Можете проверить, если у вас низкая самооценка, то не удастся убедить себя в обратном. Сколько себя не уговаривайте, вы никогда до конца не поверите в то, что действительно дорого стоите. Где они, эти достоинства? Недостатки вот они, налицо. Так вот, я вас не призываю поверить в свои достоинства и повысить свою самооценку. В результате вы получите либо самоуверенность, либо еще большее уныние. Я предлагаю отказаться от борьбы за значимость. Не надо ни верить, ни уговаривать себя. Вы просто откажитесь от борьбы и посмотрите, что будет. А будет вот что. Окружающие начнут относиться к вам более почтительно, как если бы ваша значимость в их глазах выросла. Как только встанете перед этим фактом, необходимость убеждать себя и верить отпадет. Вы просто будете знать. Этот парадокс работает безотказно. Борьба за значимость отнимает свободную энергию и направляет ее на борьбу с течением вариантов и создание избыточных потенциалов, что порождает ветер равновесных сил. Все это вместе связывает очень запутанный клубок проблем со всевозможными вредными последствиями. Вы не сможете его распутать. Просто откажитесь от борьбы за свою значимость, тогда вам останется только удивляться и радоваться результатам. При таком раскладе ваша значимость вырастет в ваших глазах сама. Ваша собственная оценка повысится, а окружающие, соответственно вслед за вами, согласятся с ней. Как бесполезно искусственно завышать свою самооценку, так же бесполезно выдавливать из себя чувство вины. Если есть предрасположенность к чувству вины, вы никогда не сможете ни задушить эту вину, ни прогнать ее прочь. Как же быть? Точно так же, как с низкой самооценкой. Прекратите оправдываться перед окружающими. Оправдывайтесь только в крайнем случае, когда действительно необходимо объяснить свои поступки. Помните, никто не вправе судить вас за что бы то ни было, если вы не причинили никому вреда. Не обвиняйте себя публично и не защищайтесь. Пусть манипуляторы провалятся в пустоту. Не хлопая дверью, молча покиньте зал суда, где собрались все те, кто привык наживаться на чужой вине. Оставьте их ни с чем. Если у вас достаточно сильный комплекс вины, тогда на первое время не помешает даже немного придушить свою совесть. Не отдавайте оценку своей значимости на чужой суд. Только такими действиями, а не внутренней борьбой можно избавиться от вины. Вы сами увидите, как она сама куда-то улетучится. Таким образом, отказавшись от борьбы за свою значимость и прекратив оправдываться, вы сведете счеты со значительной частью своей внутренней важности. Чувство вины и озабоченность собственной значимостью – это основные проявления внутренней важности. Все остальные избыточные потенциалы являются производными этих двух. Вы больше не будете нуждаться в защите, поскольку больше нечего защищать. Наступать на других, чтобы предварить их нападение, тоже больше не нужно. Есть хорошая поговорка «никого не пугай, и сам не будешь бояться». Точно так же, если снизите важность внешних объектов, они перестанут давлеть над вами своей значительностью. Существует две наиболее гнетущие разновидности внешней важности – сложность проблем и неизвестность. И то, и другое порождает гнетущий потенциал тревоги и беспокойства. Любой человек каждую минуту хоть чем-нибудь да обеспокоен. Неуверенные в себе люди предпочитают прогибаться под тяжестью проблем и кое-как тащить свою ношу. Сильные личности стремятся победить трудности своей решительностью и напором. Они берут штурмом эту крепость, пробивая ее стены избыточным потенциалом своей уверенности. Как неуверенность, так и уверенность требуют затрат энергии. В первом случае энергия расходуется в основном на тревогу и беспокойство, а во втором на силовое преодоление препятствий. Это очень экстенсивные методы взаимодействия с внешним миром. Но все на самом деле гораздо проще.
Стоит вам осознанно сбросить внешнюю важность и прекратить бороться с течением вариантов, как препятствия устранятся сами собой. Разве в этом случае вам понадобится уверенность? Нет, теперь нужна только координация, чтобы двигаться по течению и осознанно контролировать не сценарий, а уровень важности. Энергия, которая раньше шла на поддержание всевозможных избыточных потенциалов, теперь идет только на то, чтобы держать равновесие и слегка помогать течению веслом очищенного намерения. Конечно, просто так окончательно отказаться от важности не получится, как бы вы ни старались. Не надо бороться с важностью. Просто отпустите хватку и трансформируйте энергию переживания в энергию действия. Начните действовать, хоть как-нибудь, не напрягаясь и не настаивая. Энергия избыточных потенциалов растворится в действии, энергия намерения освободится, и сложные проблемы превратятся в простые решения. Что касается страха перед неизвестностью, вы с ним также не сможете справиться ни самовнушением, ни слепой верой, ни ложной уверенностью. Если помните, я настоятельно рекомендовал не думать о средствах достижения цели. Вы никогда не сможете заставить себя поверить в реальность труднодостижимой цели и в стопроцентный успех. Оставьте эти бессмысленные попытки, все равно ничего не получится с вашей верой, а временно обретенная уверенность быстро потухнет. Вам нужна не вера и не уверенность, а координация. Координация означает получать удовольствие от мысли о цели, как будто она уже достигнута, отпустить хватку контроля за сценарием и двигаться по течению вариантов, помогая себе веслом чистого намерения. Такое поведение не имеет ничего общего со слепой верой в успех. Где есть вера, в том числе слепая, там всегда найдется место сомнению. Ослепляет избыточно нагнетенный потенциал уверенности. Когда вы осознанно двигаетесь по течению, все становится на свои места без лишних усилий. Если будете действовать в соответствии с координацией, вскоре из-за поворота течения покажется то, во что вы раньше безуспешно пытались поверить и что пугало неизвестностью. Сомнения отпадут, когда разум будет поставлен перед фактом. Тогда вера превратится в знание, а страх перед неизвестностью перейдет в радость ощущения собственной силы. Главное, отбросьте важность и отпустите хватку контроля над сценарием. Важно осознавать, что это вам решать, какую степень сложности присвоить проблеме. А изменения в сценарии будут играть в вашу пользу, если сами позволите. Ну и, наконец, полная координация будет достигнута при согласии души и разума. Если на сознательном уровне вам кажется, что вы хотите и уверены, а в подсознании сидит червь сомнения или угнетенности, тогда координация теряется. Для достижения согласия души и разума достаточно прислушиваться к велениям сердца и жить в соответствии со своим кредо. О том, как и зачем слушать голос своей души, уже было сказано достаточно много. Жизнь в соответствии с собственным кредо означает, что я люблю себя, принимаю себя таким, как есть, меня не мучают угрызения совести и чувство вины, я без колебаний поступаю по велению разума и сердца. Кредо распадается, когда самооценка занижается, а между душой и разумом появляются разногласия. Жить в соответствии со своим кредо просто замечательно, и вы это знаете. Но еще более замечательно то, что его не надо ни создавать, ни изменять, ни бороться с ним. Хотя многие пытаются делать именно это, вырубать свое кредо буквально, как статую из мрамора. Ничего, кроме бесплодного самокопания, душевных терзаний и метаний, это не принесет. Кредо не сформируется и не появится в результате борьбы или каких-то волевых усилий. Кредо у вас уже есть, просто оно, так же как и душа, запечатано в футляр важности. Как только отбросите внутреннюю и внешнюю важность, оно освободится, и вы это сразу почувствуете. Когда важность на нуле, вам нечего защищать и нечего завоевывать. Вы просто живете в соответствии со своим кредо и спокойно, и не настаивая берете свое. Таким образом, отказавшись от борьбы за свою значимость, прекратив отдавать ее на чужой суд и сбросив внешнюю важность, вы обретете то, что принято считать подлинной уверенностью. Это будет не та зыбкая уверенность, которая построена на избыточных потенциалах, а спокойная внутренняя сила координация.
Подлинная спокойная координация не соотносится ни с чем внешним, а поэтому не требует подтверждения и доказательств. Вы наверняка встречали или видели в кино людей, чья уверенность не вызывает сомнений. Подлинная спокойная уверенность в себе базируется только на внутренней самодостаточности и полноте. Это значит, вы ни с кем себя не сравниваете, а просто пребываете в полном душевном равновесии. Такое равновесие достигается в единстве души и разума, когда вы не чувствуете вины, зависимости, превосходства, обязанности, страха и беспокойства. Другими словами, вы не нарушаете равновесие как с окружающим миром, так и с собой. Живете в гармонии с окружающим миром и с собой, в соответствии со своим кредо. Конечно, это идеал, но к нему нужно стремиться. Единственный способ обрести подлинную уверенность, то есть координацию. Уверенность, достигнутая любым другим способом, будет ложной. Координация даст вам свободу от маятников и позволит двигаться независимо, куда хотите, и получать все, чего хотите. Если сейчас вам приходится выполнять обременительные обязанности, сдайте себя в аренду, представьте, что снимаетесь в кино. Потерпите, вам придется отыграть свою роль, хотя бы до конца данной серии, пока не войдете в свою дверь. Выполняйте визуализацию целевого слайда, не думая о средствах, и ждите, когда внешнее намерение откроет вашу дверь.